Так, снова мы перешли к вопросу нарезки и к вопросу формирования угла. Давайте посмотрим, как это происходит вживую. Итак, вот имеем такой угол, да? Начинаю с этой стороны. Здесь я оборвался, буду тут продолжать в эту сторону. Поэтому начинаем не отсюда, начинаем именно с самого угла, чтобы сформировать здесь перевязку на камнях. Итак, желательно нижние камни делать несколько большего размера, покрупнее, так скажем. Здесь у меня скотч. Сейчас мы его аккуратненько снимем. Пока так, достаточно. И можно сделать наметку. Вот здесь я оставлял себе засечку, поэтому уже знаю, что этот камень будет такого размера. И рисуем. Пускай будет так. Так, дальше. Очень важный этап. Значит, камень у нас туда, в эту сторону буду делать его немножко меньше. Вот где-то так. Вот так. Здесь будет он такой прямой. Этот камень я сделаю вот таким не широким, но повыше. Вот так. Так, делаем разметочку. Вот так. Этот камень будет в длину туда идти длиннее, а верхний будет вот такой узкий, но перевязка будет в эту сторону уходить длиной. Вот так. Он будет вот так. И, значит, этот камень будет у нас выходить сверху этого. Вот так. А этот камень, так как он в длину туда, значит сюда он будет немного выходить вот сюда. Вот так. Теперь мы этот можем сделать также продолговатым. Вот так. Здесь мы получаем вот такой вот рисунок. И что мы можем с ним сделать? Здесь предлагаю сделать, ну давайте вот так. Это сделаем цельный прямоугольничек. Этот сделаем вот таким, вот такой вставочкой. И вот здесь делаем вот так. Вот так. Вот, в принципе, и формировать. Теперь нам нужно это дело расчертить. Так, лишнее снимаем. В принципе, раствор подсох уже достаточно хорошо. Это можно убирать уже от него, он уже подсохший, видите. Вот, от него уже следов на плитке не останется. Только сразу его не убирать и не мочить. Чтобы защитить плитку, нужно дождаться его подсыхания и потом просто подметаем. Так, подрезали этот, подрезали этот. Этот чуть больше подрежу, чтобы перевязка у нас, да, тут была вот так. 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 Так.
вот этот камешек сделаем вот таким вот ровным, подбитым таким, подтесанным. Вот так. И здесь можно даже вот так вот его оборвать. Ну, а у этого делаем нижнюю подрезочку, не глубокую, буквально на 5-7 миллиметров, чтобы слой внизу раствора оставался как минимум 15 миллиметров, ну как минимум 12, но желательно 15, чтобы у основания раствор был крепкий. Да, вот попадаются, бывают какие-то или фибра не промешанная лука, но вот их надо уплотнять. И удалять, чтобы эти задиры нас потом не беспокоили, не тревожили. Вот так. И вот такие щербинки мы сделали. Вот так. Так, здесь идем вязать этот камень. И верхнюю подрезочку делаем, тоже не глубокую. Буквально на несколько миллиметров обозначаем, что здесь у нас шов, кладочный шов. Вот нам нужно это, в принципе, обозначить. Вот такие моменты обязательно здесь уплотняем в швах, чтоб, не забывайте, по шву туда ничего не затекло. Уплотнили, есть. Так можно. Порезали. Вот какое-то глиняное вкрапление. Его удалили, иначе оно потом само вылетит и все равно будет отверстие. Все, убрали. Спишем это на старость камня. Так. У нас камень. Сделаем его поровнее. Так, сделаем. Покоцанный такой чуть-чуть. Так. Вот так, да? Здесь можно угол чуть сильнее снять, выделить угол. Здесь что? Этот камень. Давайте также на углу похлопаем. Вот так. Вот так. Вот этот у нас будет такой, грубо говоря, острый угол. Лишь с небольшой зарубкой. Здесь и здесь. Вот так. Угол в основном острый. Так, и что касаемо у нас нижнего камешка, вот это разделение, вот этот шовчик можно тоже сделать повыразительней. Вот так. И тогда у
всем будет посимпатичнее. Ну и теперь вот так покажу вам поближе. Вот вы видите, как сформировался этот угол, эта сторона. Теперь переходим на ту сторону и продолжаем. Я вам вот отсюда буду показывать. Скотч убираем, чтобы он нам не мешал. Здесь что делаем? Нижнюю подрезочку. Нижнюю подрезку, в принципе, можно делать и позже. То есть делаем нарезку, откидываем на полиэтилене скопившийся мусор, так сказать, остатки все эти. Так, все-таки для верхней подрезки я больше мне нравится. Вот этот инструмент, он более тонкий. Вот так. Мне нравится больше. Теперь продолжаем вот с этого камешка. Так, теперь продолжаем вот с этого камешка. Нижнюю подрезку можно произвести после. Пройтись какой-то участок, 3 метра, 5, убрать клеенку и сделать нижнюю подрезку. А можно это сделать и через час, или через 2, то есть по времени, да, ориентироваться. Вот что-то мне туда попало, какая-то грязь. Я ее удалил, но и загладил. Вот так. Еще раствор, он живет, достаточно хороший, эластичный. Новая формулка подбавила ему в жару эластичности. Ну все, вот здесь я углы специально так коцаю, да, здесь делаю ровный такой, максимально обточенный, а здесь ну, вот специально такой вот побитый, скажем так, камень. Вот такой для большей натуральности. Вот. Ну и здесь, с этой стороны тоже можно немножко камень подрезать. Так, угол. Чуть-чуть, буквально, ну, обточили, да, скажем так, вручную камень доработали, чтобы он был каким-то равномерным, этот угол. Так, друзья, ну вот угол вот таким образом формируется. Дальше мы уже можем вот вниз положить, например, вот такой ромбовидный булыжник. Если, например, вы резку шли с той стороны, то, как я и показывал в ролике уже про красивый угол, то есть где-то сантиметров 70-80 до угла не доходите, оставайтесь. Вот у нас как раз 2 кирпича это 50 и еще один кирпич это 75. Вот примерно до сюда не доходите, оставляйте вот это расстояние для формирования вот угла и перевязки. По крайней мере так делаю я, чтобы выглядело все закономерно, эстетично, по законам каменной кладки. Вот сюда вниз положили большой камешек, вот у нас остается, и мы сюда внедряем вот так вот, вот такую форму. Сейчас сюда вот так внедряем камешек.
треугольник. Такой вот неправильный. Ну и таким образом идем дальше. Сейчас идет верхняя подводочка. Видите, верхний раствор пересох сверху больше, так как этот кирпич брал в себя влагу. И поэтому желательно вот по вот этой верхней кромке, после того, как вы после того, как произвели подрезочку, все вас устраивает, все почистили, где-то доуплотнили, если остались какие-то места неуплотненные. Вот так. И брызгалкой ну, буквально немножко увлажнить, ну, чтобы сильно не текло, сильно не бежало, ну, подпоить немножко, прям не бойтесь заходить на этот кирпич, чтобы он тоже был насыщен влагой и не забирал ее у раствора. Вот так. Все. Немножко увлажнили. Такую операцию можно повторять раз в час смело. Можно и чаще, если получится. Хуже от этого не будет. Ну, это я говорю, это относится к летнему периоду времени. Итак, идем дальше. Кстати, что здесь хотел показать-то? Допустим, на этой фактуре для интереса возьмем щеточку и сделаем этот камень. Он у нас потом при покраске будет контрастного цвета и будет выделять наш угол. Вот такой сделал я. Побитый камень. Можно вот так вручную еще это дело доработать. Да, конечно, все камни такие были бы прикольно, но это очень долго. По такой технике нужно работать желательно вдвоем, втроем. Ну и объемы, конечно, брать совсем поменьше, чтобы успевать с податливым раствором работать. Вот так. Да? Кстати, с этой стороны угла можно произвести то же самое. Да не можно, а нужно. Здесь бы я выделил вот этот камешек. Видите, мокроват. У низа слой еще побольше, он мокроватый, цепляется. Плохо происходит эта операция. То есть этот камешек еще не готов под эту процедуру, но практически готов. Можно с него кое-что взять. Вот, через минут бы 20-30 он бы уже был бы поприятнее в работе. Вот. Ну и также возьму вот этот маленький камешек, но его сделаю вертикально, чтобы не повторялся у нас рисунок. Некоторые будут делать по диагонали, некоторые по вертикали и по горизонтали соответственно. Вот такие будут контрастные камешки. Идем, продолжаем на той стороне. Кстати, инструмент подарок. Мадын Геннадий Бурлаченко. Гена, привет тебе, дорогой.
заходите, мастер тоже молодец, очень крутые делает работы, особенно его комбинация с брусом. Но блогер он начинающий, так что давайте его поддержим, посмотрим его работы. Вот это его подарок. Ссылка на его канал и на его инстаграм будет в описании к этому ролику. Так, ну здесь, конечно, я предложил положить сначала камешек вниз, да, вот уложить нижний ряд. Как это делают каменщики. Кладем несколько нижних и уже на эти нижние мы накладываем доверху, да. Основной момент у нас такой. Но так как мы еще здесь привязаны к верхней стене, значит мы должны это совместить, учесть эти два аспекта, два фактора. Низ, нижние камни ложим и не забываем верхнюю кромку редактировать. Так. Вот верхний. У нас тут камень такой есть, нежелательно, чтобы они прям все тут по форме повторялись, поэтому сделаю его покороче. А здесь будет сверху что-то такое вот интересное. Давайте вот такой вот интересное сюда поставим. Попался камень у каменщика, который как раз таки вот подходит вот сюда. О, замечательно. Вот так. Так. И дорабатываем обязательно стыки камней. Чуть-чуть где-то их раскрыть можно посильнее. Где-то можно вот так срубить. Так, ну здесь вы видите, да, я неспроста сделал вот этот стык. Почему? Потому что здесь будет такой узенький прямоугольный камешек. Они должны тут попадаться вверху кладки, как перевязочные. Так, идем. Как перевязочный. Еще вниз ставлю камень. Вот такой. Не забываем делать заусеночки такие. Камень побитенький у нас. Покоцанный такой. Со скольчиками. Вот так, да? И вот мы можем придумать вот специальная, да? Такая вот ляпушка, да? Для чего? Для того, чтобы создать вот эту визуальную иллюзию нависания этого камня над этим. Вот так, я ему границу чуть-чуть сотру, и тогда эта иллюзия будет более правдоподобна.
Вот так. Видите, да, перевязочку? Поменьше камешки, побольше, поменьше, побольше, поменьше, поменьше, побольше. Среднячок. Побольше, среднячок. Сейчас здесь вставим что-нибудь поменьше и побольше. Так, щетка у нас для контраста обыграет какой камень? Какой вы хотите? Вот этот маленький. Давайте сделаем его слегка таким вот диагонально. Да, и чуть-чуть добавим такой вот остроты. Вот так. Вот он будет контрастный. Дальше. Опять. Проливаю ее на подрезочку. Здесь максимально выступающие элементы, которые остались от каменщиков, я удалял. Ну, что-то осталось, но потом это закрасится, потому что опасно их скалывать, так как можно повредить кирпич. Так, кладем нижний камень. Будет развернут у нас в ту сторону. И зарубчики делаем. Так, здесь вот что-то я делал, да, подготавливал вот эту область под такую нарезочку. Значит, сделаем это вот так. Здесь, если буду делать широкий шов, тут этого камешка совсем не останется, поэтому здесь надо сделать узенький шовчик, что и стоило бы здесь сделать. Ну, ладно. Выходим из ситуации. Так, как получается. Но не ущерб красоте и натуральности. Вот так. Ну, вот якобы здесь была вот пустота, и вот сюда взяли и вставили камешек. Вполне себе натурально. Вот этот угол тоже мне показался лишним. Давайте его уберем. Так. Вот и у нас иллюзия нависания этого камня над этими. Поэтому этот, значит, большой камешек, он у нас вот здесь будет. Опа, какой-то кусок чего-то в камне попались. Так вот, здесь решил поглубже сделать шов, но не такой широкий. То есть иногда это уместно делать, чтобы показывать, что кладка она имеет разную толщину шва. Вот, допустим, да, чуть поглубже сделать ее. Вот, в некоторых местах это очень даже нужно. Мы должны сделать
то, что мы должны сделать. Так, что у нас будет? Где-то здесь, наверное, все-таки, да?
настало время для нижней подвески. Друзья, в этом ролике вы увидели логику работы по цоколю, по перевязке камня, по формированию его. Надеюсь, это было вам полезно. Подписывайтесь, кто еще не подписан на канал. Оставляйте свои вопросы в комментариях и читайте внимательно описание. Там будут ссылки на полезные ролики. У вас на наборе должен быть вот такой вот, обязательно, технический шпателек. И не забываем нижнюю кромочку делать тоже такой вот слегка покосан. Все, оставляем это до подсыхания, потом подметать.